говорить, что я вижу, что, ребята, вам нравится это место, то я наелся эмоциями. Уже лучшие друзья. Вот его крючит. Ну класс, просто подъема на 900 метров вверх нам недостаточно. Нужно это еще делать без асфальта. Была дорога и нет дороги, я только чуть-чуть покинул город. А на карте это вполне нормальная дорога. О, щит. То пропадает, то появляется асфальт. Здесь вот растут дикие мандарины и апельсины, не знаю, что именно. Я думаю, это отличный шанс попробовать их. А это уже точно ничьи. Ох, ну они, конечно, ядреные. Кислющие, скорее по вкусу лимон напоминают. И когда я чистил, аж запах такой, как будто даже немножко имбиря, то есть такая горечь. Но для витамина полезно. Возьму немножко с собой. А вот так уже мандаринки выглядят, которые выращивают. Их побольше на дереве и дерево поменьше. Вот одно укатилось. Здесь оно лежит здесь не очень давно. Будет мой трофей. Там еще одно лежит, но оно очень старое с виду. Ну, это даже по вкусу не мандарин, а апельсин. Но не хватает какой-то сладости, хотя очень сочный. А так, я поднимаюсь, потею, сопли текут. Поэтому полезный витамин и надо пить больше, а то я совсем потеряю жидкость. Так, конечно, вода не самая чистая, но очень вкусная. И я не знаю почему, но у меня еще живот мутит. Может, от той речной воды, хотя не факт, потому что вчера, в принципе, я ее чистую практически не пил. Началось все с вчера с вечера, не очень. Даже, в принципе, с позавчера, помимо. То есть я ел, и мне было как-то... Еда не шла. И сегодня так не очень комфортно. Но... надо добираться. Осталось не так много до конца подъема, и потом уже будет поровнее. Уже солнце скрылось. И все затянуто. Вот уже что-то видно, но видно плохо. Вот люди, пара на такой машине путешествует. Тут я уже думаю, есть все. У них вон там даже мотоцикл сзади. Мерседес. Такой, наверное, стоит более дороже дома. Какого-нибудь где-нибудь и бензина и все прочего надо, конечно, и слабо на таком путешествовать. То уже везде можно проехать. Там, где застрянешь, вон вытянут лебедка. 200 метров вверх осталось. И до начала каньонов 10 километров. Но там после 200 метров вверх набор, там уже более-менее прямо будет. Но, блин, по такой дороге я предпочитаю идти пешком, потому что менее затратно получается. Появился асфальт. В общем, это национальный парк. И вот там въезд. Говорят, надо маску надеть. В общем, ночевать здесь нельзя. Кемпинга нет. Но можно доехать до каньонов на велосипеде, что я сейчас и сделаю. Предложили мне ставить сумки. Вот я налегке. Сейчас поеду к каньонам. У меня есть 3 часа. Но очень много облаков. Не знаю, может, я сейчас попробую. Если будет классно, то сегодня все поснимаю, запишу. Если нет, возможно, где-нибудь рядом заночую. Говорят, есть кемпинг в 4 километрах, но я видел по пути там одно местечко интересное. И если сегодня будет не очень, то завтра я попробую. Посмотрим погоду позавтра. Лучше я запишу один нормальный, посещу каньон, чем в ПХ 2, который здесь есть. Но толком ничего не увижу. И вот здесь написано открыто до 15:00, а сейчас 14:55. Поэтому я помчался. Вот я всех автомобилистов обгоняю где-то.
посмотреть, что я вижу. Сейчас, я думаю, увидите и вы. Спокойно, спокойно. Все. Просто офигенно. Что, ребята, вам нравится это место? Еды хватает здесь? Птички летают. Сейчас, в принципе, и без солнца видно достаточно неплохо. Не так ярко. Но это прекрасно. Там вот водопад. Это не конец, там еще есть тропа. Там на карте написано еще нарисованная тропа, а так вся идет, идет, идет. Но здесь знак, что конец тропы и закрыто. Даже немножко вылезло солнышко, надо запускать дрончик, чтобы все было красиво. Хотя вот с солнцем видимость стала чуть хуже. Вот тропинка к другой стороне каньона. Будет вид на водопад. Пока она очень даже интересная вот такими деревьями. Там все в этих пальмовых соснах. Пиняо. Хотя, ну я думал пиняо, потому что так продают плоды, но то ли разные разновидности есть, но вот там написано совсем другое. Там какое-то длинное название с двух слов. Как видно, здесь вот еноты, какие-то волчары и ягуар-птица. Да, водопад обалденный. Здесь везде ограждения, чтобы не ходили. Конечно, очень популярно, здесь много посетителей. Плохо, что нельзя остаться, с другой стороны, это бесплатно здесь. В отличие от других, где берут деньги, особенно как там, да, каньон де Фунил, 40 реалов, $8. Ну, как бы многовато. Ну, классно здесь. То есть я, допустим, вот прям загорелся, что и надо на Форталезу завтра ехать. Вот сейчас 5 часов, я даже не обедал еще. Только с утра кофе попил и подари в супермаркете, то есть, ну, кафетерий, грубо говоря, в супермаркете, там поел, перекусил, и все, 2 апельсина вот на ходу, и то я оба заснял на видео. Но такая интересная местность, что вот эмоции, я наелся эмоциями, так что поесть я могу попозже. Тем более с животом не самое лучшее состояние. Так, я сюда не помню, как приходил. Все правильно. Вот тут интересные деревья или кустарники. Поросло все мхом. В общем, где-то в километре от выезда из национального парка я приметил одну полянку у речки. Наверное, я буду ночевать там, а не в каком-то кемпинге.
что вот парк позади, и я все еще в раздумьях, ехать ли на каньон Форталеза. Хотя вот сейчас я спросил у работницы, которая здесь, какой каньон лучше. И она говорит, Форталеза лучше, там круче, больше всего, больше тропинок. Такой весомый аргумент от работника другого каньона. Вот такая полянка прям у дороги. Вот дорога, тут мост и речка. И тут какой-то каминчик даже есть. Вроде ничего, но вот количество белой бумаги, которая явно не просто так использовалась, смущает в этом месте. В укромном месте, я бы даже сказал. Кто-то здесь уединялся. Хотя вот здесь вообще супер. Это уже не у дороги. И под мхом ровная местность. Все вообще без проблем. Здесь ночую. Здесь никто не придет меня выгонять отсюда. Хотя как тропинка есть непонятная. Сейчас посмотрим, что тут дальше. А вот чуть дальше тут и кемпинг-зона. Может я... Хотя тут было бы где присесть, было бы замечательно. Но, наверное, я рассиживаться не буду. Я стемнеет, в палатку залезу и все. Потому что рано вставать. И надо еще разобраться с карточками, с памятью. И редактировать видео, потому что у меня все забито. И я сейчас вот редактирую видео с Espiritu Santo. То есть еще 3 месяца назад, даже может больше, я ездил. Да, даже уже почти 4 месяца я ездил назад, я не выпустил еще это видео. Какие-то странные чудеса в Бразилии. Есть земля, которая не за забором, и можно посетить. Тут прям выбор полян был такой нормальный. И я выбрал вот здесь, потому что, хотя звезд видно не будет, скорее всего, но вдруг здесь посветлее. И с утра солнце с той стороны, может быть, если я все-таки задержусь, скорее всего, до рассвета, оно меня немножко согреет, немножко подсушит палатку от вечерней или утренней росы. Потому что вечером обычно, как темнеет, сразу такая влажность везде. Здесь еще речка близко, так что, скорее всего, сегодня тоже. Вот прямо рядом с местом, где я оставил велосипед, растет такой вот какой-то дикий помидор. Есть, конечно, я его не буду. Но вот посмотреть, как он выглядит внутри. Ну да, совсем не помидор. Нос заложен, я не чувствую запаха. Зря сорвал. Ладно, семечки, вылетайте, размножайтесь. Хорошая водичка. Было бы солнце, я бы, конечно, полностью искупался, но пока прохладно. Довольно прохладно. Что ж, как обычно, слишком рано у меня не получилось выехать. Уже 8:30, я встал в 7 утра. Ну вот, а сбор у меня получается на позавтракать, там кофе сделал. Выходит 1,5 часа. Думаю, вечер был супер теплый, особенно вот учитывая, что я на возвышенности. И вечером даже я кофту надел по привычке, но было тепло, было теплее даже, чем вот внизу день назад в Прая-Гранди, там, где я ночевал. Но утром, когда я проснулся, посмотрел, уже было прохладненько, я чуть подмерз, потому что не всю одежду одел, не все средства применил для сна, которые у меня есть. Сейчас уже где-то 10 градусов. Солнце в облаках, надо спешить. Ну, посмотрим. Может, я даже сегодня просто доеду поближе, переночую. И уже завтра. Но завтра там уже дожди обещают. И вообще, возможно, последняя теплая ночь. Но если она будет такая, как сегодня, это было бы замечательно. Все, в путь. Что-то я погорячился ехать в одной майке, ветер совсем не теплый. Можно сказать, здесь можно говорить не северный. Ну что, супер, еду. Повернулся назад, а тента, который я оставил здесь, нету.
Надо возвращаться, надеюсь, недалеко, и надеюсь, он все еще где-то на дороге. Сейчас машина проехала, помахала, они уже пальцы вверх, говорит, да, все там лежит. Я еще не успел спросить даже, что. Вот он говорит, да, там. Что вот она лежит. Ух, блин. Даже не растрепала ветром. Где-то еще должна быть картонка. Вот табличка. А вон картонка лежит. Ну, и пользуясь случаем, если вы смотрите мое видео и не подписаны на мой инстаграм, то милости просим. Километр пришлось возвращаться, то есть метров 800 я проехал на велосипеде, а в эту горку я уже решил забежать. Ну что могу сказать, я согрелся за этот километр. Ну что, вот я остановился перекусить, и Александр и Кристиано ожидают про ним. Решили мне помочь, и как раз едут на Форталезу. Все, упаковались. Так что сейчас спокойно долечу и уже нормально, без спешки проведу время на каньоне. Все. Vamos. Vamos. Все блестит. В общем, спросил, что это. Говорят, что это кварц. Где я нашел такой кусочек. Что первая обзорная точечка. Я что-то очень совсем не рад, что солнце светит, потому что какая-то дымка и ничего не видно нормально. И вот открывается красота. Ага. Tá, eu não conheço. Вот он каньончик. Самый лучший вид. Вот здесь прям ощущается, насколько здесь высоко и глубоко, потому что здесь деревья, да, кажется, что ну не очень, а там дальше скала, и вообще не видно, где там конец If I go, you go too. I have fun. You go together. Не повторять опасно. Трюк выполнен профессиональным дурачком. Такая вот красота офигительная. Ну и зачем забор? Я подошел бы ближе. Зашли за забор, но никто не сожалеет, те, кто зашел за забор, потому что вот какой вид открывается.
Расул. Тут мне сначала посоветовали одного знакомого, возможно, будет остановлюсь там, но он скинул мне, говорит, скинул какой-то контакт какого-то пастора. Говорит, если не ответит, то есть там, в общем, муниципальный холл, там тебе что-нибудь скажут. Ну, сейчас посмотрим, время еще есть, сейчас 3 часа, я уже посетил каньоны, вообще отлично, повезло. Muito obrigado. Nice to meet you. Yeah. Have Nice to meet you. nice trip. Obrigado. Travel well, and if you need, call me, and I help you as I can. Okay. Nice. Bye bye. Чао. Все, вот я вернулся. Еще пообедали, угостили даже обедом. И чао, чао. Muito obrigado. Ciao. Чао. Забавно, что я вот узнал, что они только вчера познакомились. Они остановились в одном месте и решили вместе поехать на каньоны. И я их видел вчера. Они на лошадях где-то. То есть я поднимался, а они вниз на лошадях спускались. И они у меня увидели. И вот так получилось. Тут вообще вот идешь на каньоны, там одни люди, потом они раз пересеклись, другой, потом вот вчера были одни люди, сегодня они опять же те же люди на другом каньоне. И в город приехали в этот ресторан, и опять те же люди, которых ты видел здесь. То есть как бы все так очень... Ну вот в одно время, получается, очень много знакомых людей ходит, которых ты постоянно видишь. И все очень общительные. В принципе, во многих странах, там, когда вот такие вот туристические горные места, люди всегда здороваются, там общаются. То есть, ну а бразильцы вообще здесь такие прям... Первый раз видят кого-нибудь, там, второй раз увидели, уже лучшие друзья. Пес доходяга бегает. Я скормлю ему эти булки свои. Какой-то он вообще странный, большой. Такой страшный, худой. С ним не очень хорошо. Блин, ну ты худой вообще. Я ему сейчас консерву дам. Мне эти консервы. 2 булки съел. Я лучше поголодаю. Он печальный какой-то. Что-то у него какие-то проблемы со здоровьем. Держи, ешь. Да не это ешь. Вон консерва у тебя целая. Ты еще, конечно, потом банку выкинул. Я поехал дальше. Решил ему вторую отдать консерву, она обломалась. Мне даже... Ладно, сейчас нож достану. Я и так уже весь в масле этом. И пес это странный. Как он ходит? Что-то какой-то странный. У него, наверное, проблемы с коммуникацией. Его никто не кормит. Сейчас еще в масло влезу. Ага. Девушка же на 3-й круг идут. Оп. Что теперь он бегает за мной. Я уже проехал 500 метров. А ну-ка, уходи. Все, давай. Беги. Нет. На. Блин, вот его крючит.
И... Все, все. Я сказал. Кыш! Я тебе сейчас... Вот так вот. Вот и пошла непогода. Я уже собрался практически, не буду дожидаться, пока полностью прекратится дождь, и буду собирать палатку. Сегодня вроде буду ночевать в помещении, поэтому не страшно. Здесь вот такие вот помидоры. Прям, ну они не помидоры, я не знаю, что это, но я сделал фотографию и напишу, пока я не знаю, что это. Вот там еще, ну и периодически такие кусты. Ночевал я прямо вот здесь у дороги, это частная территория, но тут рубят деревья, похоже, и там дорога как-то развалили забор, и поэтому я посоветовали знакомому, я написал ему, он мне скинул какого-то пастора, я ждал ответа, потом пастор что-то тоже ответил, потом молчал, потом, в общем, пришел, говорит, есть за, там, за 70 или за сколько, или за 50 реалов, то есть за 10 долларов и выше жилье, то есть как бы ничего не нашел у меня. Я думаю, ну ладно, что-нибудь найду сам. Так, там был кемпинг за 25 реалов, я хотел торговаться 20. Сказали, нет, ну туда нет, так нет, я здесь получу. Ничего страшного. Вот так вот, поэтому сегодня все, конец хорошей погоды, надо ехать. Соточку сегодня надо сделать. Ну что, и опять я в пролете, потому что здесь на пути был большой буддийский центр. Там и статуи, и храм, целый комплекс. Но, во-первых, сейчас уже 5:30, работает до 5. Вообще, Google Maps пишет, что типа временно закрыт и посетителей не пускает. Пандемия или что-то еще, не знаю. Я думал, будет видно хотя бы с... Ну, вот рядом проеду, будет видно, а его не видно сейчас. Дрон запустить, погода не очень, погода и о погоде. С утра, как дождь шел, так он практически не останавливался. Целый день я ехал, вот я уже 90 километров проехал, и целый день дождь, там буквально там 10-20 минут перерывчик и опять дождь, все, я уже весь мокрый был, сопли текут, я уже... Можно было не высмаркиваться, все равно все вытекает, все смывается. Это так, это я даже вырежу, скорее всего. Ноги все промокли, и прохладно, градусов 9-10 где-то, и руки подмерзают, что я уже не мог левой нормально, вот ближе к вечеру, мне уже тяжело было включать большую звезду, потому что просто не хватало сил, как-то немножко немела рука. Я практически не ел, завтраки пропустил из-за дождя. Ужин я тоже пропустил, молока попил, что на ужин, что на завтрак, и немного перекусил сладостей в обед, и мандаринки, и апельсинки. Ну ладно, ничего страшного, потому что сейчас я остановлюсь, возможно, на пару дней, и отдохну. И еще забавно, что вот я был в Санта-Катарине, уже как бы с кем-то общаюсь, понимаю, что говорят, меня понимают. Сегодня заехал, это уже новый штат, и заехал по Дарию. Мне что-то говорят, я не понимаю. Я им говорю, обычный вопрос, где туалет, меня не понимает. Надо учить язык заново. Хотя вроде то же самое говорят. Ну что ж, а на этом все. Ждите новых выпусков. Повезло найти место для ночевки через Баду. Просто безумно, безумно максово. Я предлагаю это набрать. Хорошая сумка. Mechanic International Mechanic. Но велосипед еле тормозил, я уже помогал ногами. Ну вот что это такое? Как так можно? И можно показать вид из палатки. Самый высокий железнодорожный мост в Южной Америке, 146 метров. Смотришься под ноги на каждое бревно, и начинает кружиться голова.